Ну что, друзья, знаете, что это такое? Это вот такой вот у нас Carlink Kit с амбиентом, как они его назвали. Это T-Box S Ambient 4х64 на Qualcomm. Достаточно интересный, с беспроводным Android Auto и CarPlay, кстати. Вот у нас, кстати, Android Auto сейчас загружается в беспроводном режиме, как мы видим, да? Android Auto и CarPlay. Вот он загрузился. В принципе, у нас он интегрируется в любую машину, где есть конкретно проводной Android Auto либо CarPlay, и делает из нее полноценный планшет с возможностью воспроизведения в YouTube, Netflix и тому подобных вещей. В общем-то, вот такая вот коробочка на канале Технозон. Поехали. Но слушайте, перед тем, как идти дальше, конечно же, посмотрим, что заявляет у нас производитель. Я вам рассказываю. T-Box Ambient. Именно таким образом он выглядит, как я вам показал в начале. Есть у нас без, ну, вот как они, видите, показывают проводной CarPlay к Android, беспроводному CarPlay, Android Auto, вот как-то вот он подходит. В общем-то, смотрите, Qualcomm QCM6225. Процессор 8-ядерный, и тут у нас мобильный Cinema, то они там пишут большая система. Что это значит? А большая система, это значит, что они предлагают беспроводной Android Auto и CarPlay. Теперь поддержка GPS, GLONASS, Baidu. У нас, ну, Multicolor Ambient Light. Для чего он вообще не понял, если честно говоря. Поддержка 4G LTE, и все. В принципе, они тут больше ничего не пишут. Давайте в технических спецификациях посмотрим, что у нас есть. Adreno 610, 4 гигабайта LPDDR4, 64 хранилища. У нас есть варианты вроде как на 128. Хорошо, 5 гигагерцовый Wi-Fi 5 поддерживает. И тут уже больше ничего нам интересного. Сколько он может стоить? Мы его нашли на Алиэкспрессе. Пожалуйста, есть он в разных исполнениях, в районе от 80 до 100 долларов. Но вот за 83 доллара можно найти, и 8 на 128 стоит 104 доллара. То есть можно спокойно покупать, пожалуйста, есть. Но стоит ли покупать, честно говоря, посмотрим. Во-первых, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Во-вторых, ссылки лежат в описании под видео, а мы возвращаемся в автомобиль. Итак, пришло оно в вот такой вот упаковочке. T-Box S2 Ambient. Давайте открываем. Блин, а как его тут вообще выдавить? Легко сказать выдавить. Блин, о, есть, пошло. Хорошо запаковано. Carlink Kit, известный производитель, кстати. Давайте это откидываем. И у нас здесь вот такая вот коробочка. Это, в принципе, все, что есть у нас. Смотрите. Это все, что есть. Больше ничего нет. Кабели, инструкция и сама по себе коробочка. Очень похожа на старый Carbotics, на который мы делали обзор. По сути, кстати, а что он пришел? Потертый уже. Такой интересный, да? Или он грязный просто? Он не потертый, это на нем какие-то следы от... Короче, да, это следы. Да, от завода. Сзади у нас есть, смотрите, разъем под microSD, есть разъем под симку, у нас есть Type-C-шечка, для того, чтобы не было никаких моментов, и спереди кнопочка... Что это? Кнопочка сброса, скорее всего. Слушайте, очень интересно в том плане, что сейчас мы его достаточно нам подключить к машине, у которой есть либо CarPlay, либо Android Auto. Обязательно у вас должно быть либо Apple CarPlay, либо Android Auto в машине проводной. Тогда вы получите полноценный вот такой вот планшетик. Мы включаем. Это у нас первое включение. Мы включили его и ждем. Все, у нас спереди загорелась зелененькая, синенькая. Давайте. Есть, вот, все, словила. Смотрите, загорелся вот такой вот амбиент, как они это называют. Хотя я не знаю, я в машине противник вот именно вот таких вот коробочек светящихся. Так, смотрите, он просит подключиться изначально через Apple CarPlay. Мы соглашаемся, пропускаем этот шаг и ждем. Сейчас он у нас заведется, и по идее, смотрите, мы соглашаемся, продолжаем. У нас появился вот такой вот CarPlay-подобный полноценный Android. Именно реально полноценный Android с Google Chrome, с YouTube Music, с Netflix, с Waze уже предустановленным. При том, что у нас здесь апдейты GPS есть поддержка, это хорошо. Это то, что я уже вижу, что такое U-центр. Смотрим. Локации, файлы. Давайте продолжим. Это по тестам GPS. Хорошо, выходим. Есть сразу у нас карта, она должна прогрузиться, но давайте так. Мы ее сейчас подключим к интернету.
У нас есть автокит, кстати, для подключения беспроводного Android Auto. Посмотрим. По настройкам системные. Есть Wi-Fi, Bluetooth. Нужный язык перетягиваем вверх на текущий момент. Давайте выходим. Все поменялось. Отлично. Информация о приложениях. Больше у нас будет настройки чистого андроида. Ничего тут интересного для нас в принципе нет. Назад осуществляется навигация через вот эту вот верхнее... здесь выход в машину есть. Да ладно, прикольно. Слушайте, за отображение у нас отвечают настройки светодиода. То есть, по сути, это вот этот вот LED-свич, который есть, да, там за него вот и настраивается. Здесь скорость и свет эффекта освещения. Можно эффект освещения менять. Сейчас неон. Можно какой-то гофре поставить. Он будет вот так вот, знаете, меняться резко. Можно спектр поставить. Кстати, это очень даже прикольненько так. Ну, мне неоновый. Оставим неоновый. Пускай он там что-то светится. Или гофре оставим. Все, пускай гофре будет. Так, заглушим пока машину. Дальше. Оригинал. Что такое оригинал? Разрешение видео. Если вы столкнулись с зависаниями операции в пользовательском интерфейсе, уменьшите значение. Теперь в другом обратная связь, учетная запись Google, разрешить одновременное включение, загрузка приложения при старте. Кстати, это тоже, в принципе, отличная тема. Журнал автоматического копирования и версия. Больше у нас здесь ничего нет. Есть версия ядра Linux. Вполне все очень даже неплохо. Информация от GPS. Теперь по предустановленным приложениям. Давайте только перед этим подключим его к Wi-Fi для начала. Где у нас система? Беспроводной доступ в интернет. Есть у нас мобильные звонки, интернет. И тут очень интересная тема, кстати, насчет звонков. Я вам объясню. Дело в том, что поддерживает 5G интернет. И он начал, новый системный апдейт получать, кстати, на саму машину. Через него. Ну, давайте сразу. Видите, у нас он при подключении к интернету начал обновление загружать. То есть штука обновляемая, это очень хорошо, то есть она поддерживается. Ну, в принципе, Carlin Kit всегда хорошо поддерживали свои продукты. То есть у нас фактически, имея вот такую вот коробочку, мы получаем полноценный Android-планшет в свою машину при условии наличия вот этих вот самых, давайте апдейтим его, при наличии проводного Android Auto либо CarPlay. Теперь смотрите, моя личная карта, все, Пекин почему-то, сейчас он GPS нам проявит, так, при использовании приложения, сейчас он покажет, да, начинайте уже после включения эти все запросы, это настолько долго и нудно, это просто жесть. У нас есть вот такого рода карта, но мы нажимаем там на какие-то, оно взаимодействует, но видите, как они сделали интерфейс, они его сделали а-ля Android TV. Здесь музыка, здесь все приложения, в принципе, это и неплохо. Давайте так, я сейчас хочу зайти в Google аккаунт, хочу посмотреть, во-первых, какой здесь Google Play, установить некоторые приложения для того, чтобы потестировать. Значит так, полноценный Android у нас Play Market, давайте пробуем AIDA 64, для того, чтобы понять, что у нас внутри за операционная система, давайте это все заглушим, установим AIDA 64, заодно установим сюда, у нас здесь все в принципе стоит уже. Давайте там Мегугу можем установить, я не знаю, телеканалы какие-то посмотреть. Устанавливаем. Пока это все устанавливается, мы хотим посмотреть, что же за AutoKit, который здесь есть. И поддерживает ли он беспроводное... Да ладно. Он поддерживает... Так, обновить сервис, он требует какие-то обновления. Он поддерживает беспроводной Android Auto и беспроводной CarPlay. Обновления, кстати, обязательно ставить все. Это вот... Сразу вам говорю, то есть вы его только если купили, сразу поставили все, обновили все, потому что обычно вот это вот очень важный момент, чтобы все правильно работало. Давайте возвращаемся в AutoKit. Слушайте, у нас есть беспроводной Android Auto. У нас беспроводной Android Auto есть и беспроводной CarPlay. Сейчас мы к нему вернемся. Мне интересно все-таки его возможность работы в чистом виде. AIDA 64. У нас здесь система. Давайте смотрим. Так, Бенгаль 4х64, версия Bluetooth 5.1. Это прям вот очень хорошо. Можно расширить память. Это Qualcomm платформа. Смотрим, что у нас за центральный процессор. Это у нас Qualcomm Snapdragon. Как они пишут, 440/662. Интересно так. 4 ядра Qualcomm Creo по 1,8 ГГц. 4 ядра Creo. Тут видите, тоже практически те же самые ядра по 2 ГГц. Интересно все, конечно, завуалировали. 11 нанометров, 64 бит. Все ядра, в принципе, работают. Тут вопросов нет.
Теперь по отображению. У нас экран 800 на 480 подстраивается под экран вашего автомобиля. Adreno 610, даже поиграть можно во что-то, хотя на таком разрешении это, конечно, еще то будет наказание. Батареи здесь, само собой, нет. Доступа к температуре, температура есть. Есть температуре доступ, но температурка меня чуть-чуть по процессору поднапрягает. Хотя он на ощупь не такой горячий, как оно написано. В принципе, я вам скажу, это не так уж и критично. Посмотрим дальше. Ну, кодеки нас не особо интересуют в машине именно для автомобильного использования. Что у нас тут еще такого есть? Есть YouTube Music. Вы можете слушать музыку, которая у вас есть в ваших, скажем так, чартах. Если вы подключились, вы поставили карточку, и у вас есть интернет, то, пожалуйста, слушайте все, что вам захочется. Интегрируется все в музыкальную систему вашего автомобиля. Тут как бы вопросов нет. Мне интересно, насколько он интегрируется в кнопки. Обязательно это мы проверяем. Так как у нас кнопки назад здесь нет как таковой, именно в Линкольне, то мы сейчас попробуем насчет голосового поиска. Оно есть у нас интеграция в кнопки, это хорошо. Давайте громкость посмотрим. Ну, громкость у нас тотальная. Сейчас мы будем проигрывать. Так, выключим звук и попробуем переключить песни. Да, у нас есть работа с интеграцией кнопок. Тут все все хорошо. Ладно, с этим отлично. Даже на уровне простого андроида это вот отлично хорошо работает. Теперь меня интересует, работает ли тут какой-нибудь ютубчик. Да блин, обновите уже эти сервисы, давайте уже разрешаем. Ютубчик премиум, ну и вот наш автомобильный канал, в принципе, смотрим, насколько он тянет. Нет, тут все отлично. Тут все как бы отлично, но качество тут все тоже опять же зависит от вашего экрана. Ютубчик можете спокойно посмотреть и спокойненько тоже с этим наслаждаться. Говорить о том, тянет он 4К или нет, вы же понимаете, нет смысла, потому что на таком... Давайте это закроем. Это на главную YouTube, потому что на таком экранчике это абсолютно бесполезная штука. Теперь дальше. Netflix. Netflix здесь черный, планшетный, в принципе, должен работать, так как это Qualcomm процессоры. Оп, загрузился, пробуем. Очень удобно. То есть вы себе купили такую штуку, где-то там остановились. Давайте оповещение, все, отправляем. Еще и загружать можно Netflix. А вот здесь даже игры можно установить. Ну давайте фильм какой-нибудь берем. Сейчас посмотрим на качество. Просторовый звук у нас работает. Ну давайте посмотрим, работает ли он полноценно на нашем этом устройстве. Слушай, прикольно, да, но пространственный звук, то есть 4 колонки. Это, конечно, не объемный звук, но пространственный. Это хорошо такое, знаете, эффект полноценного стерео достаточно хорошо добавляет сюда какой-то такой, знаете, эффект присутствия. Теперь у нас есть кнопки последних приложений. Можно там очищать, закрывать. За это огромное спасибо. Также у нас есть кнопки, это у нас интерфейсы разделения. Waze есть установленный для навигации. В принципе, Waze классная тема, позволяет избегать камер, да, там каких-то и всего остального. Да, вот, пожалуйста, Waze определил, мы возле Ситимола стоим, покажи Ситимол, все, да, вон он Ситимол, все отлично тут работает, как бы с GPS вопросов нет. Теперь у нас есть Bluetooth телефон, то есть если ваш телефон подключен по Bluetooth, то будет работать обыкновенный Bluetooth телефон, то есть я сейчас подключу уже, когда у нас будет и Android Auto беспроводной. Так, пришло время подключить беспроводной Android Auto. Для этого мы с вами идем и подключаем ожидание подключения телефона. А к чему мы должны? К T-Box, да, подключиться. Давайте подключаем Bluetooth. Ищем устройство. Переключим Wi-Fi еще. Вижу GBD Car Kit. Это он, интересно, или нет? Вот T-Box, все. Подключаемся к T-Box. Пару создаем. И ждем. Он определил, что здесь Android Auto авторизовали. Смотрим, что у нас получится. Да ладно, у нас тут еще и беспроводной Android Auto работает. Вот за это вообще огромное спасибо. Объясню. У меня дело в том, что сейчас видите, телефон просто с Android Auto, с беспроводным.
шикарно. Делать обзор Android Auto беспроводного нет смысла. Мы уже 100 раз с этим знакомились с вами. Но я могу выйти в стандартную систему. Теперь у нас есть связанный через Bluetooth телефон. Мы можем звонить. Ну, давайте я сейчас позвоню своей маме. Видите, он перекидывает меня в Android Auto при подключенном. То есть у нас полная связь. Да, сынок? Мам, привет, ты меня хорошо слышишь? Мы тестируем тут одно устройство. Да, очень Да, хорошо. все отлично, давай, спасибо. И смотрите, у нас дело в том, что это интегрируется в стереодинамики, которые здесь есть, само собой с поддержкой полностью шумодава. Давайте перейдем обратно в Android Auto систему. Здесь у нас тоже поддерживается и навигация с самого телефона. Пожалуйста, тоже она работает. И все фишки Android Auto тоже с интеграцией. Ну, давайте попробуем сейчас голосовой поиск. Расскажи анекдот. Шутка на любителя. Да, это работает. Это определенно классная система, которая неплохо работает. У нас осталось провести, в принципе, знаете что? Нам нужно провести старт. Знаете, что у нас здесь еще есть? У нас должна быть Bluetooth музыка. Если Bluetooth музыки нет, то это немножко такой досадный момент. Есть Bluetooth. Да, есть Bluetooth музыка. То есть мы можем музыку, ну, у нас Android Auto, мы можем Bluetooth музыку воспроизводить прямо с нашего смартфона, просто подключившись по Bluetooth к этой самой коробочке, как к беспроводному, скажем так, устройству. Единственный минус, который я из него ощущаю, это то, что он конкретно греется. Попробуй. Вот он прям вот реально греется. Его бы, Ой. да, его бы охлаждать. Его бы охлаждать, хотя, в принципе, я думаю, что он на это тоже нормально так рассчитан. В принципе, особых проблем не должно возникнуть. Давайте пробуем холодный старт. Выключаем у нас двигатель, открываемся, у нас все выключается. В принципе, я вам скажу, на машинах, на которых есть, это у нас будет горячий старт. То есть, если у вас система поддерживает в спящем режиме подключенный Bluetooth, что, в принципе, показывает на моей машине, что да, такое есть, то при старте он будет стартовать практически мгновенно. Смотрите, у нас зажигается, допустим, тот же самый Sync на Линкольне, да, там, и вот все, пожалуйста, он включается, Powered by Android, и у нас подключается сразу же, мы видим, что подключается он и через интернет, и подключается Android Auto. Ждем, сколько он запускается. Все, пожалуйста, вот он загрузился в таком варианте. Я вам скажу, долговато. Я думаю, что это из-за того, что он все-таки достаточно теплый. То есть, поэтому долговато загружается. Давайте попробуем холодный старт. То есть мы его выключили на текущий момент. И сколько он теперь будет стартовать? Я показываю всю правду. Ой, музыка у нас какая-то включилась. Я показываю всю правду, не буду ничего скрывать. В принципе, девайс достойный. Девайс достойный, и вы уже видели, сколько он стоит. Таких девайсов на Алиэкспрессе полно, но я ссылку на этот, как я уже говорил, разместил в описании под видео. Ждем. Все, он загрузился. Ну, я вам скажу, при холодном старте это железных секунд 20-30, даже 40, наверное. Сейчас, вот он пошел грузиться. Долговато, да, стартует? Вот как мы видели устройство и получше в этом плане. Я думаю, что все-таки тут играет роль процессор. Ну, все, он стартанул. Смотрите, он стартанул. В принципе, основной функционал вы видели. Другого ничего здесь показывать я не буду, как он звонит, интегрируется в систему машины нативно. Давайте уже сделаем выводы. И в качестве выводов я вам скажу так, что неплохая штука. За ее цену, в принципе, можно брать. Вот этот вот амбиент, я считаю, абсолютно лишний. Хотя, я вам скажу, завести полноценный Android в машину, это достаточно интересная вещь. Я бы доработал бы в ней охлаждение. Я бы поработал бы с охлаждением. В принципе, по программному обеспечению он неплох. Здесь у нас, мы характеристики уже смотрели. Здесь у нас все отлично работает. Ничего не тормозит, не провисает. Очень радует поддержка беспроводного CarPlay. В остальном всем я могу его рекомендовать, хотя есть варианты и немножечко поинтереснее. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.